Друзья, что если я вам скажу, что несмотря на окончание текущего года, перед 2026 нас ждет большая перезагрузка крипторынка? Вы не задумывались, почему уже больше месяца биткоин торгуется в узком диапазоне, с ключевой поддержкой на уровне 85 тысяч, и ближе к концу года этот диапазон только сужается? Этому есть прямое объяснение, и это опционы. Буквально через 24 часа нас ждет экспирация опционов на 28 миллиардов долларов, что является самой большой суммой за всю историю. По факту в этот момент истекает большая часть опционных контрактов, и около 75% текущего опционного давления просто исчезает. Опцион это как ставка, и сейчас в области 90 и 85 тысяч находится наибольший объем этих контрактов. Таким образом, если 26 числа биткоин будет выше 90 тысяч, заработают те, кто поставил на рост, а если цена опустится ниже 85, в плюсе останутся те, кто ставил на падение. Но маркетмейкеров не устраивает ни первый, ни второй вариант. И поэтому, чтобы оставить весь этот денежный объем себе, им выгодно давить продажами, когда биткоин подходит к уровню 90 тысяч, и подпитывать рынок покупками, когда цена тестирует 85 тысяч. Но уже 26 числа сдерживающие силы исчезнут, рынок перезагрузится и начнет формироваться свободный тренд. И вопрос в том, а куда же пойдет биткоин? Если оценивать реакцию на экспирацию опционов ранее, то она была всегда активной. Например, в 2023 году до экспирации всего на 11 миллиардов долларов биткоин был зажат в диапазоне 42-44 тысячи, а после резко вырвался вверх на 12% и зафиксировал бычий тренд. Похожая история была в марте 2024 года, когда истекли опционы на 10 миллиардов. Биткоин вырвался из флета 60-63 тысячи и пробил новый максимум. По итогу во всех бычьих циклах, как сейчас, экспирация опционов проводила к формированию восходящего движения. Но что произойдет в этот раз, вы узнаете сегодня в ролике. Я максимально понятно объясню, что такое опционы, как они работают и какое влияние способны оказывать на рынок. И будет понятно даже новичкам. Ведь данное событие реально способно перезагрузить рынок в преддверии 2026 года. Также мы сегодня поговорим, почему золото, серебро, S&P 500 пробивают хаи, а биткоин стоит. Вы узнаете, что значит рост ВВП США до уровня 2021 года для экономики и рынков, а также мы проведем небольшой анализ биткоина, чтобы плюс-минус понимать, как мы закроем этот год и что будет после 26 числа. Видео 100% заслуживает вашего лайка, и скорее всего это последний ролик в этом году. Конечно, я хотел еще сделать для вас итоги 25-го, но наверное уже не успею. Хотя если вы поставите 1000 лайков, то деваться мне уже некуда. И я конечно же сделаю для вас еще одно видео до конца года, а также подпишитесь на канал, ведь так мы вместе приближаемся к цели 100 тысяч подписчиков. $10 за комментарий под прошлым видео получает этот пользователь. Вам желаю приятного просмотра, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, 25 год подходит к концу, и как я сказал, возможно это последнее видео на канале. Но напоминаю вам, что даже в новогоднюю ночь я буду оставаться на связи в нашем Telegram. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать анонсы новых роликов, календарь важных событий на 26 год и все актуальные новости. Если что, ссылка есть в описании. Сейчас ключевой темой на крипторынке являются те самые опционы, срок действия которых заканчивается буквально через 24 часа. Но почему эти опционы могут перезагрузить рынок? Биткоин уже довольно долго топчется в одном и том же диапазоне 85-90 тысяч. И это не случайно. Не слабость рынка. Цена буквально зажата опционами, и развязка уже близко. Ключевая точка всей этой истории уровень 88 тысяч. Это так называемый опционный флип. Пока цена выше 88 тысяч, маркетмейкеры начинают продавать рост и тут же выкупать небольшие откаты. В итоге импульсы гаснут, и рынок не может нормально ускориться. Если же цена уходит ниже 88 тысяч, давление продаж усиливается, движение становится резким, а волатильность растет. Но почему рынок не пускает выше 90 тысяч? Все просто. Там сконцентрировано огромное количество колл-опционов. Дилеры по этим опционам находятся в шорте и вынуждены хеджироваться, продавая биткоин. Поэтому каждый подход к уровню 90 тысяч почти сразу заканчивается сливом. Цену просто разворачивают обратно. С другой стороны, почему держат 85 тысяч? В этой зоне лежат пут-опционы. Когда цена начинает падать к этим уровням, крупные игроки и киты начинают покупать биткоин, и любые проливы очень быстро выкупаются. Поэтому рынок словно зажат между двумя стенами. И теперь самое важное, 26 декабря. В этот день происходит экспирация опционов на биткоин, истекает основная масса контрактов, и примерно 75% текущего опционного давления просто исчезает. Те силы, которые сейчас искусственно сдерживают цену в диапазоне, перестанут работать, и рынок наконец-то пойдет туда, куда он реально готов. По текущим данным, 26 декабря истекают опционы на сумму примерно от 23 до 28 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших экспираций в истории крипторынка. Для сравнения, в 2024 году это было около 19 миллиардов, а в 2023 всего 11. Масштаб реально огромный. И важно понимать, эти цифры – номинальная стоимость опционов, а не реальные деньги, которые кто-то получит на руки. Но именно эти контракты сейчас механически
практически удерживают цену. В пересчете это примерно 250-280 тысяч биткоинов, завязанных в опционах. Говоря максимально простым языком, опцион это по сути ставка на цену биткоина к определенной дате. Одни ставят, что биткоин будет выше, другие, что ниже. Есть трейдеры, которые делают эти ставки, есть маркетмейкеры и есть цена биткоина, которые все пытаются сдвинуть в выгодную сторону. Call это ставка на рост, биткоин будет выше обратной цены. Put ставка на падение, биткоин будет ниже обратной цены. Например, call на 90 тысяч приносит прибыль, если биткоин выше 90 тысяч, а put на 95 тысяч, если цена ниже 85. Сейчас цена зажата между уровнем 85 и 90 тысяч из-за баланса этих ставок. Около 90 тысяч находится много call-опционов, поэтому маркетмейкеры продают биткоин при каждом подходе к этому уровню, чтобы не дать цене уйти выше. Около уровня 95 тысяч, наоборот, много put-опционов, и при снижении к этому уровню биткоин активно выкупают, не давая цене упасть ниже. По итогу рынок похож на коридор. Сверху давление продаж, снизу поддержка покупками. Это не сомнение рынка, а работа крупных денег. И 26 декабря все меняется. Опционы истекают, ставки обнуляются, давление исчезает. После этого цену больше не нужно специально удерживать, и рынок получает свободу для настоящего движения. Важно понимать один момент. Опционы с экспирацией 26 декабря не появились в один день. Их набирали постепенно на протяжении всего года, с максимальной активностью в последние месяцы. 26 декабря это квартальная экспирация. Такие даты известны заранее. Именно под них фонды и крупные игроки открывают позиции задолго до самого декабря. Основная масса опционов формировалась поэтапно. Весной и летом закладывались первые сценарии и хедж-позиции на конец года. Осенью пошел активный набор call и put. И тогда начали формироваться ключевые уровни около 85 и 90 тысяч. А пик пришелся на ноябрь и начало декабря. Резко вырос открытый интерес и появилось много краткосрочных опционов, которые сейчас сильнее всего давят на цену. Контракты могли быть открыты и полгода назад, и месяц назад, и неделю, но все они исчезнут в один день. Именно поэтому эффект от экспирации такой сильный. Давление особенно жестко сейчас, потому что опционы открыты близко к текущей цене. Чем ближе экспирация, тем агрессивнее хедж. Маркетмейкеры постоянно продают рост и выкупают падение, создавая флэт и ощущение резиновой цены. Прибыль по опционам не фиксированная. Она зависит от того, насколько сильно ушла цена в нужную сторону, сколько стоил сам опцион и сколько времени оставалось до экспирации. Можно заработать немного, а можно даже 5 иксов, 10 и даже больше. Простой пример. Ты покупаешь call на рост. Биткоин стоит 88 тысяч, и ты берешь call на 90 тысяч за $1000. Если в день экспирации биткоин стоит 91 тысячу, ты просто отбиваешь стоимость опциона. Если биткоин 95, то разница 5000, и чистая прибыль получается 4000. И это получается 5 иксов. С put то же самое, только на падении. Купил put за 800, цена ушла сильно вниз, можно заработать 5-6 иксов отложений. Но важно главное, в 70-90% случаев опционы сгорают полностью, и по факту ты теряешь 100% ставки. Поэтому опционы это либо мощный рычаг, либо полный ноль. Именно поэтому крупные игроки часто используют опционы не ради иксов, а как страховку и хедж. И для них потеря премии это плата за безопасность. На сегодняшний день лидером выступает Deribit. Более 80-90% всего рынка приходится на эту платформу. Именно здесь торгуется крупнейшая экспирация, а следующая сопоставимая по силе экспирация только в марте 2026 года. Так что это событие имеет особое значение для формирования тренда в преддверии Нового года, что обязательно стоит учитывать перед началом вашей торговли. И аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже на базе этой последней метрики формируют лучшие точки входа на различные монеты. Несмотря на то, что в конце года рынок стоял, мы зарабатывали на движении цен в боковике. Например, на обвале Avi ниже $170, на шортах по токену Aptos во время падения цены. И буквально вчера все участники Pro получили ключевые точки входа по биткоину, чтобы заработать на его движении после 26 числа. И сейчас, друзья, особое внимание. Мы запустили большую новогоднюю акцию, где все тарифы Pro вы можете получить по самым максимальным скидкам, которых еще не было в этом году. С подпиской Pro вы получаете лучшие торговые идеи, пошаговое обучение, сопровождение 24/7 на всех этапах работы, сборку портфеля на 26 год. И в целом вы становитесь частью нашего большого крипто-комьюнити, который я со своей командой успешно развиваю уже более 3 лет. Тем временем мой официальный партнер BitGet также подготовил для вас крутые новогодние бонусы за торговлю. Друзья, 26 год 100% будет интересным. Но чтобы он стал еще и прибыльным лично для вас, переходите по ссылке в описании, напишите нам и получите всю подробную информацию, чтобы подстроиться под условия на рынке и оставаться в плюсе в следующем году. Что касается опционов, я еще хочу вам показать, как цена биткоина реагировала на подобные события ранее. Это поможет нам понять потенциальный сценарий. Исторически крупные декабрьские экспирации уже не раз показывали схожее поведение. В декабре 2023 года при экспирации около 11 миллиардов долларов рынок находился в затяжном флете, но после снятия опционного давления биткоин за несколько недель прибавил более 12%. Аналогичная картина наблюдалась в марте 2024 года, когда после квартальной экспирации примерно на 9-10 миллиардов долларов движение началось не в сам день экспирации, а через 24-72 часа.
часа, после чего цена обновила максимум. В сентябре прошлого года при меньшем объеме экспирации рынок сначала устроил резкий вынос ликвидности в обе стороны, но это также сопровождалось резким ростом волатильности. Важно понимать, что экспирация сама по себе не создает направление движения, она лишь убирает искусственный барьер. После 26 декабря исчезнет до половины опционного давления. Дилерам больше не потребуется удерживать цену в узком диапазоне, а вот объем принудительного хеджирования резко сократится. Именно поэтому чаще всего в день экспирации рынок остается спокойным, но уже в течение следующих 2-3 суток диапазон начинает расширяться, а движения становятся резкими и импульсивными. Если после 26 декабря сохранится спрос и рынок получит приток ликвидности, биткоин может быстро выйти выше уровня 90 тысяч и даже протестировать зону 95 и 100 тысяч долларов, поскольку опционный потолок перестанет сдерживать рост. Альтернативный сценарий предполагает финальный ложный вынос вниз или вверх с целью сброса ликвидности и выбивания перегруженных позиций, после чего рынок определится с направлением. Третий вариант – переход от узкого флета к широкому диапазону с движением по 5-8% за день. Лично я ожидаю вариант с финальной ликвидацией для сброса плеч, который может опустить биткоин до поддержки около 83 тысяч с дальнейшей краткосрочной консолидацией. Под конец года торговые объемы снижаются, поэтому до января мы можем застрять в этом диапазоне и уже с первых недель нового года формировать постепенное восстановление. Это именно то, чего я ожидаю от влияния данного события. Ключевой вывод заключается в том, что 26 декабря является точкой снятия одного из самых сильных искусственных факторов давления на цену биткоина. Когда рынок долгое время стоит на месте, он почти всегда это компенсирует последующим движением. Именно поэтому период сразу после экспирации представляет повышенный интерес и повышенные риски, а также может стать началом нового ценового этапа для биткоина. И уже в следующих роликах мы будем разбирать более широкий прогноз по цене биткоина на 26 год. Следующий вопрос, который нам стоит разобрать, это рост золота и серебра. Почему они растут и что это значит для крипторынка? Сейчас рост золота и серебра это не случайное движение и не спекуляция, а отражение глобальных процессов в мировой финансовой системе. С начала года золото прибавило порядка 70-80%, а серебро выросло примерно на 150%. При этом приток капитала в ETF на драгоценные металлы вновь стал положительным после долгого оттока. Это важный сигнал, потому что именно ETF лучше всего отражают поведение институциональных инвесторов, а не розница. Ключевая причина роста металлов – ожидание снижения реальных процентных ставок. Несмотря на то, что номинальные ставки в США остаются высокими, инфляция стабилизировалась на уровне 2,7 и 3%, а доходности долгосрочных облигаций перестали расти. В результате реальные ставки перестали усиливаться, а это исторически один из главных драйверов роста золота. Дополнительно усиливает спрос и политика центральных банков. По последним данным, центральные банки уже второй год подряд покупают более 900 тысяч тонн золота в год, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. Серебро растет еще агрессивней, потому что помимо защитной функции, оно обладает сильной промышленной составляющей. Более 50% спроса на серебро связан с промышленностью, в том числе солнечной энергетикой и электроникой. На фоне государственных программ по энергопереходу спрос на серебро остается высоким. При этом рынок серебра гораздо ниже рынка золота, из-за чего любые притоки капитала дают усиленный ценовой эффект. Что же это значит для биткоина? Исторический рост золота и серебра часто является ранней фазой перераспределения капитала. Сначала деньги идут в самые консервативные защитные активы, затем в более рискованные, такие как акции и крипта. Если посмотреть на прошлые циклы, в том числе 19 и 20 годов, золото начинало рост раньше биткоина на несколько месяцев. После того, как рынок убеждался, что инфляционные и долговые риски носят невременный характер, капитал начинал искать активы с ограниченным предложением и более высокой чувствительностью. И именно в этот момент биткоин начинал обгонять золото по доходности. На текущий момент корреляция биткоина с золотом остается нестабильной, но важно другое. Рост металлов говорит о том, что рынок снова закладывает сценарий ослабления фиатных валют и снижения доверия к долговой модели. Это благоприятный макрофактор для биткоина. При этом крипторынок сейчас сдерживается внутренними факторами, включая опционное давление, перераспределение ликвидности и страх розницы. Именно поэтому рост золота не сопровождается немедленным ростом биткоина, но создает фундаментальную базу для следующего этапа. По статистике, в периоды, когда золото обновляет локальные максимумы и удерживается выше них более 2-3 месяцев, биткоин в последующие 3-6 месяцев показывает доходность выше средней по рынку. Да, это не гарантия, но это паттерн, который повторяется, и он напрямую связан с движением капитала. Золото и серебро выступают индикатором того, что деньги уже начали выходить из кэша и облигаций, но еще не дошли до высокорискованных активов. Вывод заключается в том, что текущий рост золота и серебра – это не негатив для крипторынка, а ранний макросигнал. Он указывает на рост недоверия к фиатной системе, ожидание более мягкой монетарной политики и постепенный переход капитала в ограниченные по предложению активы. Для биткоина это означает не мгновенный рост, а формирование фундамента. Если металлы продолжат удерживать силу, а давление внутренних факторов на крипторынке ослабнет, биткоин с высокой вероятностью станет следующим активом, который подхватит этот поток ликвидности, но уже с более высокой волатильностью. А вот что еще важно, это рост ВВП США. Рост ВВП до 4,3% в годовом выражении – это сильный макроэкономический сигнал, который влияет сразу на экономику, политику ФРС, финансовые рынки и, конечно же, крипту. Для контекста важно понимать масштаб. Средний долгосрочный рост экономики США составляет 1,8-2
2,2%, а все, что выше 3%, считается ускоренной фазой цикла. Показатель 4,3% – это уровень, характерный либо для ранней фазы восстановления, либо для экономики, подпитанной фискальными стимулами и высоким спросом. С точки зрения структуры роста, такие темпы почти всегда сопровождаются сильными расходами домохозяйств, ростом инвестиций и активным рынком труда. Это означает, что экономика пока не демонстрирует признаков резкого охлаждения. Для ФРС это ключевой момент. При росте ВВП выше потенциального уровня регулятор не получает срочного повода для агрессивного смягчения политики. Даже если инфляция замедляется к диапазону 2,7-3%, быстрый рост экономики снижает вероятность немедленного снижения ставки. В таких условиях ФРС чаще выбирает стратегию паузы, удерживая ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок. Ранее при росте ВВП выше 4% ФРС либо сохраняла ставку без изменений, либо смягчала политику крайне осторожно. Это означает, что краткосрочно такой показатель – умеренно жесткий фактор для ликвидности. Денежная масса растет медленно, финансовые условия остаются относительно сильными, а спекулятивные активы не получают приток капитала. Для биткоина здесь возникает двойной эффект. С одной стороны, сильная экономика и рост ВВП поддерживают фондовый рынок, корпоративные прибыли и аппетит к риску. Это часто приводит к тому, что часть капитала временно остается в акциях и облигациях, а не уходит в крипту. В таких фазах биткоин может выглядеть вялым, торговаться в диапазоне, отставать от традиционных активов. В периоды ускорения ВВП биткоин чаще демонстрирует нейтральную или умеренную динамику, без сильного роста. Но с другой стороны, рост ВВП на уровне 4,3% в текущих условиях во многом обеспечен фискальными расходами, ростом долга и отложенным эффектом стимулов прошлых лет. Дефицит бюджета США остается выше 6% ВВП, а вот госдолг превышает 120%. Это создает долгосрочный инфляционный долговой навес. Именно здесь появляется позитивный фактор для биткоина. Рынок начинает закладывать, что при любом замедлении экономики ФРС будет вынуждена резко развернуться к смягчению, а значит ликвидность вернется быстро и в большом объеме. Если посмотреть на прошлые циклы, биткоин редко растет на пике экономического ускорения. Чаще всего он начинает опережать рынок в момент, когда рост ВВП начинает замедляться, а ФРС переходит от жесткой риторики к первым сигналам снижения. В этом смысле текущие 4,3% это не финальный бычий сигнал для крипты, а фаза перед следующим разворотом политики. Для всего крипторынка это означает следующее. Краткосрочно сильный ВВП – это фактор сдерживания агрессивного роста, особенно для альтов. Среднесрочно – это подтверждение того, что экономика работает на пределе и запас для дальнейшего ускорения ограничен. Как только рост начнет замедляться, а ФРС сменит тон, крипторынок становится главной целью для притока ликвидности. И получается, рост ВВП до 4,3% – это сигнал силы экономики сегодня, но одновременно и потенциальная точка перегрева. Хотя нужно учитывать, что это предварительные данные, и такой рост мы видим после большой фазы замедления. Для ФРС это аргумент не торопиться со снижением ставок. Для рынка фаза перераспределения капитала, а для биткоина – подготовительный этап. Крипторынок в таких условиях обычно не взрывается ростом сразу, но на фоне сильной экономики формируется база для следующего цикла, когда ликвидность снова станет главным драйвером движения. Таким образом, последние отчеты закладывают хорошие перспективы для макроэкономики в 2026 году, что имеет прямое влияние на биткоин. Конечно, что касается уже следующего года, мы будем более подробно разбирать в новых видео. Там я подготовлю для вас прогнозы на Новый год, ключевые нарративы и события, чтобы понимать, каким же станет 2026. Друзья, хочу вам сказать спасибо, что на протяжении всего этого года смотрели мои видео, подписывались и писали комментарии. Это мотивировало меня и мою команду работать намного интенсивней. Обещаю, что в следующем году мы продолжим улучшать качество нашего контента, чтобы ваша работа с криптой становилась только проще и, конечно же, прибыльней. Поэтому всех с наступающим, желаю вам всего самого наилучшего и, скорее всего, мы увидимся уже в следующем году. Поэтому не забудьте подписаться на Telegram, ведь там я на связи каждый день. Друзья, всем огромное спасибо за этот год, до скорых встреч!